Орловский рысак – это российская порода. Ее возраст более 200 лет. Это уникальная порода и ценится она во всем мире. Даже в Германии есть общество любителей орловского рысака. Свое название орловцы получили по имени своего создателя, графа Алексея Григорьевича Орлова, брата знаменитого фаворита Екатерины Великой, Григория Григорьевича Орлова. Орловский рысак – это универсальная лошадь. Он изначально создавался и в подводу, и под воеводу. Его можно использовать как под седлом, так и в упряжке. Сейчас эта порода получила широкое применение и в туризме, и в конном спорте, а также в рысистых бегах. Надо сказать, что эта порода идеально приспособлена для сурового российского климата. Орловский рысак не требователен к кормам и обладает хорошим здоровьем. Современный орловский рысак – это породная лошадь с хорошо выраженным своеобразным типом. У орловских рысаков встречается как подчеркнуто сухая, так и несколько грубая конституция. Лошади этой породы средних размеров, имеют легкую сухую голову. Затылок у орловского рысака, как правило, длинный. Это обеспечивает хороший сбор лошади и нарядность общего вида. Шея у типичного орловского рысака очень часто длинная, с характерным лебединым изгибом верхней части, что делает эту лошадь невероятно красивой. Для них в массе своей характерна правильная постановка конечностей, а различные нарушения встречаются очень редко. Граф Алексей Григорьевич Орлов во время своих путешествий в Европу и Малую Азию приобретал высокоценных лошадей различных пород. Граф был не только большим любителем, но и знатоком лошадей. Он отбирал лучшие образцы популярных в то время в Европе пород. А главное, он отбирал лучших представителей восточных пород, особенно арабской лошади. В то время в России не хватало лошадей, которые были бы идеально приспособлены к суровому климату и могли бы быстро преодолевать огромные российские просторы. И заслуга графа Орлова в том, что он вовремя ответил на экономические вызовы, которые были в обществе, и занялся разведением этой знаменитой породы. Началом работы по созданию породы считается 1776 год, когда в Россию был ввезен ценнейший арабский жеребец Сметанка. Орлов за огромную по тем временам сумму 60 тысяч рублей серебром приобретает жеребца Сметанку. Этого жеребца, необыкновенно нарядного и достаточно рослого и к тому же удлиненного формата, Орлов не доверяет морским стихиям. И его отправляют пешком под военной охраной и с охранной грамотой от турецкого султана через всю Турцию. Путешествие Сметанки длилось 2 года, а в Москву он прибыл только в 1776 году. Этот год и был годом основания Хреновского конного завода в Бобровском уезде Воронежской губернии. Первоначальная работа графа Орлова по созданию новой породы началась в его подмосковном имении Остров, расположенном в пойме Москвы-реки. К сожалению, или слишком суровый климат, или тяжелая дорога повлияли на Сметанку, и в 1777 году он пал, оставив всего 4 сыновей и 1 дочь. Орлов был потрясен гибелью лучшего жеребца, и после этого переводит все поголовье лошадей в Хреновое, где порода была и создана практически к 30-м годам XIX века. Хреновский завод был организован в степях на юго-востоке Воронежской губернии. В те времена там паслись стада сайгаков, и еще в 1760-х годах встречались табуны диких лошадей тарпанов. Однако по рельефу и по растительным и почвенным условиям это было место, отлично приспособленное под разведение лошадей. От лучшего из сыновей Сметанки полкана в Хреновском заводе получили около 100 потомков, из них 7 сыновей и 21 дочь имели племенное значение. Несмотря на свои достоинства, крупный рост и величавость на ходу, полкан не обладал главным, к чему стремился Орлов – продуктивной легкой рыси. Основная сложность для Орлова была в том, что он хотел получить лошадь со стойко закрепленными рысистыми аллюрами. Но проблема в том, что таковой породы в то время в мире не существовало, хотя отдельные особи, способные идти рысью, встречались среди многих пород. И чаще всего таких представителей можно было найти среди рабочих фермерских лошадей Голландии. Сейчас эта порода широко известна как фрисская порода. И в 1783 году были куплены и доставлены в Хреновский конный завод вороной жеребец и несколько кобыл. А в 1783 году в Хреновском заводе родились первые жеребята от голландских кобыл. Они оказались настолько хорошими, что из них впоследствии отобрали 2 жеребцов, в том числе Барса I.
и к этому времени уже четко определилась схема скрещивания. К восточному или полувосточному жеребцу подбиралась упряжная или восточно-упряжная матка. И наиболее удачным жеребцом, полученным по такой схеме, был серый барс первый. Современники отмечали его большой рост, гармоничное сложение, легкость движения, большую силу, правильный ход и резвую рысь. Получив лошадь, близкую к задуманному образцу, Орлов долгое время использовал барса для выезда и бегов. А в завод он поступил в возрасте 7 лет и работал производителем в течение 17 лет. И уже вскоре потомство барса первого преобладало в производящем составе завода, а через несколько поколений практически нельзя было найти ни одной рысистой лошади, родословная которой не восходила бы к этому жеребцу. Поэтому впоследствии барса первого и стали именовать как барс-родоначальник. После получения барса первого, сочетавшего ценные качества исходных пород, выведение новой породы не закончилось. Барсу подбирались матки не только аналогичные ему арабо-датско-голландского происхождения, но и арабо-мекленбургские, английские родстеры, а также и матки чисто верхового комплекса. На первых этапах скрещивания и до тех пор, пока Хреновским заводом владел Алексей Григорьевич Орлов, а после его смерти и его дочь, из завода было запрещено продавать жеребцов. Продаже подлежали только меренные холостые кобылы. Только в нескольких случаях Орлов был вынужден подарить жеребцов фавориту Павла I Кутайсову, своим братьям и племянникам.